Ты сейчас сидишь на стуле, или лежишь на диване, или стоишь в метро, вцепившись в поручень. Твое тело весит ровно столько, сколько нужно. Не слишком много, чтобы проломить пол, не слишком мало, чтобы улететь в космос. Воздух, который ты вдыхаешь, содержит ровно 21% кислорода. Ни больше, ни меньше. Вода в твоем стакане остается жидкой при комнатной температуре. Хотя по законам химии она должна кипеть. Ты никогда не задумывался, почему все именно так? Почему гравитация не в 100 раз сильнее? Почему протоны не распадаются на частицы поменьше? Почему Луна висит именно на таком расстоянии, чтобы создавать приливы, но не разрушать планету? Слишком много параметров совпали идеально. Словно кто-то крутил ручки на гигантском пульте управления реальностью и выставил каждую в единственно верное положение. Ошибись на волосок, и ничего бы не было. Ни звезд, ни планет, ни тебя. Сегодня мы разберем 23 таких совпадения от законов физики до орбиты Луны, от состава воды до момента появления интеллекта, и посмотрим, какие гипотезы действительно выдерживают научную критику. Если тебя завораживает космос и эти вопросы заставляют сердце биться чаще, подпишись на канал. Путешествие начинается прямо сейчас. Представь, что ты стоишь на поверхности Меркурия, ближайшей к Солнцу планете. Температура под твоими ногами плюс 430 градусов по Цельсию. Цинк плавится за секунды, свинец течет как вода. Твоя обувь воспламенилась бы еще до того, как ты успел сделать шаг. А теперь перенесись на Марс, далеко от Солнца. Температура опускается до минуса 140. Твой выдох замерз бы, не успев вылететь из легких. Кристаллики льда упали бы на Землю с тихим звоном. Между этими мирами огня и льда есть одна планета. Там не слишком жарко и не слишком холодно. На ней есть жидкая вода, на ней есть воздух, которым можно дышать. На этой планете живешь ты. Астрономы называют узкую полосу вокруг каждой звезды обитаемой зоной. Но есть менее официальное, более сказочное название – зона Златовласки. Ты помнишь сказку про девочку, которая искала идеальную тарелку каши? У одной слишком горячо, у другой слишком холодно, а третья – в самый раз. Земля – это та самая третья тарелка. И вот что делает этот факт по-настоящему поразительным. Ширина обитаемой зоны в Солнечной системе составляет менее 3% от общего расстояния от Солнца до внешних границ. Если сместить Землю всего на 5% ближе к Солнцу, океаны выкипят в космос. Вода превратится в пар, пар поднимется в верхние слои атмосферы, ультрафиолет расщепит молекулы, и водород улетучится навсегда. Планета станет сухой, как кость. Если сместить Землю на 5% дальше от Солнца, океаны превратятся в лед. Толщина ледяного покрова достигнет нескольких километров. Даже на экваторе будет холоднее, чем сейчас на Южном полюсе. Белый лед будет отражать солнечный свет обратно в космос, и планета замерзнет еще сильнее. Ледниковый период навсегда. Мы живем в полосе шириной меньше 3%. Это как идти по канату, натянутому над Гранд-каньоном. Один неверный шаг в любую сторону, и ты срываешься в бездну. Земля балансирует на этом канате уже 4,5 миллиарда лет и ни разу не ошиблась. Посмотри на Венеру, нашу ближайшую соседку. По размеру и массе она почти близняшка Земли. Диаметр Венеры – 12 тысяч километров. Земли – 12 700. Масса Венеры – 82% от земной. Гравитация на поверхности почти такая же. Казалось бы, еще одна обитаемая планета. Но Венера находится всего на 25 миллионов миль ближе к Солнцу. Это меньше 5% разницы в расстоянии. И что мы видим? Атмосфера Венеры – это ядовитый коктейль из углекислого газа и серной кислоты. Давление на поверхности – 93 атмосферы. Это как оказаться на глубине километр под водой. Температура – плюс 480 градусов по Цельсию. Жара, в которой плавится свинец. Дожди из серной кислоты. Облака из капель серной кислоты. Ветер на высоте дует со скоростью 300 км в час. Ад в буквальном смысле слова. Никакой жизни, никакой надежды на жизнь. А теперь посмотри на Марс. Он находится примерно на таком же расстоянии дальше от Солнца, насколько Венера ближе. Тоже около 5%. И что? Ледяная пустыня. Атмосфера в 100 раз разреженнее земной.
Солнечный ветер сдул большую часть воздуха миллиарды лет назад. Температура опускается до минуса 140. Жидкой воды нет, только лед. Красная пыль покрывает все. Пылевые бури длятся месяцами и закрывают все небо. Никакой жизни. По крайней мере, на поверхности. Ты понимаешь, что это значит? 5% в одну сторону – смертельный ад. 5% в другую – смертельный холод. И только Земля ровно посередине. Не на 4% ближе, не на 6% дальше. Ровно посередине. Астрономы подсчитали вероятность того, что планета случайно окажется именно в такой узкой обитаемой зоне. Это число с таким количеством нулей, что для его записи потребовалось бы больше цифр, чем атомов в наблюдаемой Вселенной. Атомов в наблюдаемой Вселенной 10 в 80 степени. Это единица с 80 нулями. Вероятность нашего положения еще меньше. Некоторые ученые называют это первым великим совпадением. Первым в длинном списке. Но расстояние до звезды – это только начало, следующее совпадение висит над твоей головой каждую ночь. И ты даже не замечаешь его. Сегодня вечером, когда стемнеет, выгляни в окно, найди Луну. Она висит там уже 4,5 миллиарда лет. Ее видели динозавры, ее видели первые люди, вышедшие из Африки. Ее видели твои бабушки и дедушки. И ты видишь ее такой же, белый диск на темном небе. Но Луна – это не просто красивое украшение. Это инженерное чудо. Это стабилизатор, гироскоп, космический якорь. Вот что было бы, если бы Луны не было. Ось Земли болталась бы как юла. От 0 до 85 градусов. Иногда Северный полюс смотрел бы прямо на Солнце. Тогда лед таял бы за месяц, и океаны затопили бы все континенты. Иногда полюс смотрел бы в открытый космос, тогда океаны промерзали бы до дна. Климат менялся бы за тысячи лет. Не за миллионы, а за тысячи. Эволюция не успевала бы подстраиваться. Животные не успевали бы отращивать шерсть или сбрасывать ее. Растения не успевали бы адаптироваться к новым температурам. Жизнь, возможно, вообще не смогла бы выйти из океана. Но у нас есть Луна, и она держит ось Земли под углом 23,5 градуса уже 4,5 миллиарда лет. Без колебаний, без сбоев. А теперь второе свойство Луны. Приливы. Каждые 6 часов, 2 раза в день, океаны поднимаются и опускаются. Миллиарды тонн воды движутся туда-сюда. Этот ритм не прекращался никогда. Приливы перемешивают океан. Они поднимают питательные вещества со дна. Они насыщают воду кислородом. Они создали приливные бассейны, те самые теплые мелкие лужи на берегу, где миллиарды лет назад молекулы впервые собрались в живые клетки. Без приливов океаны превратились бы в застойные болота. Верхний слой воды был бы пресным от дождей, нижний – перенасыщенным солью и ядовитыми газами. Жизнь задохнулась бы еще на старте, но есть третье свойство Луны, и оно самое странное. Ты когда-нибудь замечал, что Луна и Солнце выглядят одинаково? Диаметр Солнца примерно 1 390 000 километров. Диаметр Луны – 3470 километров. Солнце больше Луны ровно в 400 раз. Расстояние от Земли до Солнца – 149 миллионов километров. Расстояние от Земли до Луны – 384 тысячи километров. Солнце дальше Луны ровно в 400 раз. Ты понимаешь, что это значит? 400 и 400. Поэтому во время солнечного затмения Луна закрывает Солнце идеально. Не больше и не меньше. Ты видишь аккуратный диск Луны, точно совпадающий с диском Солнца. Корона Солнца сияет вокруг. Это зрелище, которое помогло ученым открыть гелий и проверить теорию относительности Эйнштейна. Вероятность того, что естественный спутник случайно окажется именно в такой пропорции, меньше 1 миллиардной. Это как подбросить монетку 30 раз подряд и каждый раз получить орла. Но это еще не все. Идеальное совпадение размеров и расстояний – это подсказка. Математики называют такие числа совпадениями, которые просят объяснения. История рождения Луны звучит как бред сумасшедшего. Но это наука, подтвержденная тысячами компьютерных симуляций и анализом лунных пород. 4,5 миллиарда лет назад в молодую Землю врезался объект размером с Марс. Ученые назвали его Тея. Удар был такой силы, что расплавил кору Земли. Океаны лавы покрыли планету. Температура поднялась до 1000 градусов.
И этот удар должен был уничтожить все. Обе планеты должны были разлететься на куски. Но они не разлетелись, потому что Тея ударила под идеальным углом. Не прямо в центр, тогда оба мира превратились бы в облако пыли. Не по касательной, тогда Тея просто отскочила бы в космос, слегка помяв бока. Угол был точно таким, чтобы выбросить на орбиту ровно столько материала, сколько нужно. Не больше и не меньше. И материал выбросился в нужном количестве. И этот материал сформировал Луну. И Луна оказалась на идеальном расстоянии. И ее размер оказался идеальным. И соотношение с Солнцем 400 к 400. Вероятность такого события меньше 1 триллионной. Это как попасть в яблочко на Земле дротиком, брошенным с Луны. С закрытыми глазами, с первого раза. Сегодня вечером, когда ты увидишь Луну, вспомни. Ты смотришь на второе великое совпадение. На спутник, который мог бы не существовать. Но он существует. И благодаря ему существуешь ты. Представь, что ты стоишь на Земле 4,5 миллиарда лет назад. Небо кроваво-красное от вулканического пепла. Под ногами остывающая лава, температура 100 градусов. Дышать нечем. И вдруг ты видишь в небе приближающуюся точку. Тея. Планета размером с Марс. Она растет с каждой секундой. Удар. Тишина на мгновение. А потом волна расплавленной породы высотой в 1000 километров. Ты не чувствуешь боли, ты испарился за долю секунды. Но твое воображение остается. Ты смотришь сверху, облако обломков вращается вокруг Земли, 1000 кусков. 1000 лет они сталкиваются, слипаются, растут. И вот один кусок становится больше всех. Он притягивает остальные, формируется шар. Луна. Ты смотришь на нее и понимаешь, этот шар – чудо. Потому что он мог не сформироваться, мог разлететься, мог упасть обратно на Землю. Но он не упал, он остался. Он будет висеть в небе 4 миллиарда лет. И однажды, глядя на него, человек задаст вопрос. Откуда ты взялась? Мы идем дальше от Земли. За орбиту Марса. Там вращается планета, которая больше нашей в 11 раз по диаметру. Ее масса в 2,5 раза превышает массу всех остальных планет Солнечной системы вместе взятых. Внутри Юпитера поместились бы 1500 планет размером с Землю. Юпитер – гигант. Он работает как гигантский пылесос. Его гравитация притягивает астероиды и кометы, которые в противном случае врезались бы в Землю. Он очищает внутреннюю часть Солнечной системы от обломков. В 1994 году астрономы стали свидетелями невероятного зрелища. Комета Шумейкеров Леви подошла слишком близко к Юпитеру. Гравитация разорвала комету на 21 кусок. Каждый кусок размером с гору. Они упали в атмосферу Юпитера один за другим. Взрывы были настолько мощными, что каждый из них превосходил по размерам всю Землю. Температура в месте падения поднялась до 30 тысяч градусов. Высвободилось больше энергии, чем все ядерные боезаряды человечества, взорванные одновременно. Пятна на Юпитере от этих взрывов были видны в телескопы еще несколько месяцев. Та комета направлялась во внутреннюю часть Солнечной системы, возможно, к Земле. Если бы не Юпитер, она врезалась бы в нас. Удар был бы в 1000 раз мощнее, чем тот, что убил динозавров. Человечество бы не выжило, но Юпитер перехватил ее, как и тысячи других комет и астероидов за последние 4 миллиарда лет. Юпитер не просто перехватывает астероиды, он формирует всю структуру Солнечной системы. Компьютерные симуляции показывают, если убрать Юпитер, орбиты малых планет разрушатся за миллионы лет. Марс упадет на Солнце или улетит в космос. Пояс астероидов превратится в хаос, миллионы камней начнут сталкиваться друг с другом и разлетаться во все стороны. Земля будет попадать под удар каждые несколько тысяч лет. Но Юпитер на месте, и он держит всех в узде. Его гравитация работает как пастух. Он удерживает пояс астероидов между Марсом и собой, не дает глыбам улететь внутрь системы, и при этом он не мешает Земле. Дистанция идеальна. Почему идеальна? Если бы Юпитер был ближе к Солнцу, например, на орбите Венеры, его гравитация выбросила бы Землю из обитаемой зоны. Мы улетели бы в холодный космос. Если бы Юпитер был дальше, за орбитой Сатурна, он не смог бы влиять на пояс астероидов. Камни беспрепятственно летели бы к Земле.
Большинство звездных систем в нашей галактике не имеют такого защитника. Астрономы нашли тысячи экзопланет, и почти у всех горячие Юпитеры, газовые гиганты, которые вращаются слишком близко к своим звездам. Они создают гравитационный хаос. Планеты земного типа там либо выброшены в космос, либо упали на звезду. Наш Юпитер сформировался на идеальном расстоянии и оставался там 4 миллиарда лет. Идеальная стабильность, идеальная защита. Это третье великое совпадение. Представь, что ты астероид. Ты летишь в космосе уже 3 миллиарда лет. Твой путь пролегает через пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Ты один из миллионов. Вдруг какая-то сила начинает тянуть тебя в сторону. Ты меняешь траекторию. Ты летишь к Юпитеру. Гравитация гиганта захватывает тебя. Ты падаешь. Атмосфера Юпитера, водород, гелий, метан становится плотнее с каждой секундой. Ты разогреваешься, сгораешь. Вспышка. Тебя не стало. Но за миллиарды лет до этого у тебя был брат-астероид. Его траектория прошла чуть дальше от Юпитера. Гравитация отклонила его, но не захватила. Он полетел дальше, внутрь Солнечной системы, к Земле. Он упал 66 миллионов лет назад, убил динозавров и расчистил дорогу для млекопитающих. Для тебя. Ты сгорел. Твой брат сделал возможным твое существование. Такая вот ирония космоса. Защита от астероидов – это полдела. Есть враг, который гораздо опаснее. Он невидим. Он не оставляет кратеров. Но он смертелен. Солнечный ветер. Наше Солнце постоянно выбрасывает поток заряженных частиц – электронов, протонов, ядер гелия. Скорость этого потока – 1,5 миллиона километров в час. Плотность – несколько миллионов частиц в кубическом метре. Температура – 1 000 000 градусов. Если бы эти частицы достигали поверхности Земли, они стерилизовали бы все живое за минуты. Они разрывали бы молекулы ДНК на куски. Они выбивали бы электроны из атомов, создавая смертоносное излучение. Они содрали бы атмосферу, как кожуру с апельсина. Через несколько миллионов лет Земля стала бы безжизненной скалой, похожей на Марс. Но мы живы. Почему? Потому что у Земли есть невидимый щит. Магнитное поле. Глубоко под твоими ногами, на глубине 1500 километров, находится жидкое внешнее ядро Земли. Расплавленное железо и никель. Температура там 5000 градусов по Цельсию. Это выше, чем температура на поверхности Солнца. Давление 3,5 миллиона атмосфер. Это железо течет, бурлит, вращается вместе с планетой. Движение расплавленного металла создает электрические токи, а токи создают магнитное поле. Электромагнитная индукция – простой закон физики, который работает в масштабе планеты. Магнитное поле Земли простирается на 60 000 километров в космос. Оно отклоняет солнечный ветер, заставляет частицы обтекать Землю как воду, камень в реке. Когда заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с магнитным полем, они создают северное и южное сияние. Зеленые, красные, синие завесы света. Красивое зрелище. Ты, наверное, видел фотографии. Но на самом деле это битва. Магнитное поле Земли против солнечной радиации. Каждую секунду, каждый день. 4 миллиарда лет. И магнитное поле выигрывает. У Марса когда-то было магнитное поле, такое же, как у Земли. 4 миллиарда лет назад Марс был теплой планетой с океанами и атмосферой. Возможно, там даже зародилась жизнь. Но Марс меньше Земли. Его ядро остыло быстрее. Расплавленное железо затвердело. Движение прекратилось. Магнитное поле исчезло. Солнечный ветер начал сдирать атмосферу Марса. Частица за частицей, год за годом. Миллиард лет, и атмосфера стала в 100 раз разреженнее. Давление упало так низко, что жидкая вода больше не могла существовать. Она или замерзла, или испарилась. Океаны исчезли. Жизнь, если она была, погибла. Сейчас Марс – холодная красная пустыня. Его атмосфера – в основном углекислый газ. Давление меньше 1% от земного. Температура минус 60 в среднем. Вода есть только в виде льда под поверхностью. У Венеры другая проблема. У нее нет магнитного поля вообще. Причина – Венера вращается очень медленно. Один оборот вокруг оси занимает 243 земных дня. Это дольше, чем венерианский год – 225 земных дней.
Медленное вращение не создает движения расплавленного металла в ядре. Нет движения, нет магнитного поля. Солнечный ветер бомбардирует Венеру напрямую, но у Венеры очень плотная атмосфера, в 90 раз плотнее земной. Она работает как щит. Ультрафиолет Солнца расщепляет молекулы воды в верхних слоях атмосферы. Водород улетучивается в космос, кислород связывается с углеродом, образуя углекислый газ. Вода исчезла навсегда. Только Земля. Идеальный размер ядра не слишком маленький, чтобы остыть. Не слишком большой, чтобы расплавить кору. Идеальная скорость вращения не слишком медленная, чтобы поле ослабло. Не слишком быстрая, чтобы поле стало слишком сильным. Идеальный состав ядра, железо и никель в правильной пропорции. Ученые подсчитали, что вероятность такого совпадения всех трех параметров – размер, скорость вращения, состав – меньше 1 миллионной. Это 4-е великое совпадение. Представь, что ты стоишь где-нибудь в Норвегии. Зимняя ночь. Темно, холодно. Над головой черное небо, усыпанное звездами, и вдруг небо загорается. Зеленые волны бегут от горизонта до горизонта. Фиолетовые сполохи. Красные лучи. Небо танцует. Это северное сияние. Аурора. Ты смотришь на него и думаешь, какая красота. Но знаешь ли ты, что на самом деле ты видишь? Ты видишь битву. Солнечный ветер ударяет в магнитный щит Земли. Частицы попадают в ловушку магнитного поля и летят к полюсам. Там они сталкиваются с атомами кислорода и азота в атмосфере. Атомы возбуждаются и испускают свет. Зеленый цвет – кислород. Красный – азот на большой высоте. Фиолетовый – азот на малой высоте. Ты стоишь под светящимся небом и знаешь, этот щит работает. Прямо сейчас. Он отклоняет частицы, которые убили бы тебя за минуты. Ты можешь дышать. Ты можешь стоять на снегу. Ты можешь смотреть на сияние и благодарить магнитное поле. Сделай глубокий вдох. Ты только что вдохнул газовую смесь, которая не встречается больше нигде в известной Вселенной. 21% кислорода, 78% азота, 1% аргон, углекислый газ, неон, гелий, метан, криптон, водород, закись азота. Почему именно такая пропорция? Давай разберем. Кислород. Слишком много – пожары. При 25% любая искра вызывает глобальный пожар. В каменноугольном периоде 300 миллионов лет назад концентрация кислорода достигала 35%. Насекомые выросли до гигантских размеров. Стрекозы с размахом крыльев 70 сантиметров, сороконожки длиной 2,5 метра. Леса горели так часто, что угольные пласты того периода до сих пор дают нам энергию. Но позвоночные животные были мелкими, крупные просто задохнулись бы в пожарах. При 16% кислорода человек теряет сознание через несколько минут. Наши 21% – золотая середина. Азот. Он не участвует в дыхании, но он создает давление. Без азота вода бы кипела при комнатной температуре, потому что давление влияет на температуру кипения. В разреженной атмосфере вода закипает при 30 градусах, при высокой атмосфере при 110. Азот давит на поверхность океанов с силой в 10 тонн на квадратный метр. Именно это давление удерживает молекулы воды вместе. Именно поэтому вода остается жидкой. Углекислый газ – всего 0,04%, но без них средняя температура на Земле была бы минус 18 градусов. Это в 33 градуса холоднее. Океаны замерзли бы до дна. Только на экваторе оставалась бы жидкая вода, узкая полоска. Удвой углекислый газ до 0,08%, и температура поднимется на 6 градусов. Ледники растают, уровень моря поднимется на 70 метров. Прибрежные города уйдут под воду. Но это не смертельно. Увеличь в 10 раз до 0,4%, и планета превратится в Венеру. Океаны выкипят. Температура поднимется до 100 градусов. Жизнь погибнет. Уменьши вдвое до 0,02%, и наступит ледниковый период, который не кончится никогда. Лед покроет планету от полюса до полюса. Ты дышишь смесью, которая балансирует на острие ножа. И этот баланс держится уже сотни миллионов лет. Несмотря на извержение вулканов, лесные пожары, дыхание миллиардов животных. Как это работает? Система саморегуляции. Это 5-е великое совпадение, но воздух – это только начало.
Самое удивительное вещество на Земле – не воздух. Это вода. Она нарушает законы физики. Буквально, по всем законам физики и химии, вода при комнатной температуре должна быть газом. Молекулярный вес воды – 18, у азота – 28, у кислорода – 32. Вода легче их обоих. Легкие молекулы обычно не конденсируются при комнатной температуре. Но вода – жидкость. Почему? Из-за водородных связей. Атом кислорода в молекуле воды немного жадный, он тянет электроны на себя. Водород при этом получает небольшой положительный заряд. Положительный водород одной молекулы притягивается к отрицательному кислороду другой. Это слабое электрическое притяжение. Оно в 10 раз слабее обычной химической связи. Но его достаточно, чтобы молекулы воды слипались. Эти связи образуются и разрываются миллиарды раз в секунду. Но именно они превращают газ в жидкость. А теперь самое интересное. Когда вода замерзает, она расширяется. Практически все вещества при замерзании становятся плотнее. Молекулы упаковываются ближе друг к другу. Вещество сжимается, становится тяжелее, тонет. У воды наоборот. Водородные связи при замерзании выстраиваются в кристаллическую решетку. В этой решетке молекулы оказываются дальше друг от друга, чем в жидкой воде. Лед становится менее плотным, поэтому лед плавает. Тысячи весен ты видел льдины на реках. Тысячи зим ты видел снег на крышах. Ты никогда не задумывался, как это странно, что твердое тело плавает в собственной жидкости. Если бы лед тонул, каждый водоем на земле промерзал бы до дна за одну зиму. Рыбы погибали бы все до одной, бактерии погибали бы. Весной вода оттаивала бы, но жизнь не возвращалась бы, некому возвращаться. Океаны стали бы стерильными, но лед плавает, создает изоляционный слой. Под льдом вода остается жидкой. Жизнь продолжается под снегом и льдом. Миллиарды лет. Вода – единственная известная жидкость с таким свойством. Это шестое великое совпадение. Вода растворяет больше веществ, чем любая другая жидкость. За это ее называют универсальным растворителем. Почему это важно? Потому что без растворения нет химии. Питательные вещества должны быть растворены, чтобы попасть в клетку. Продукты распада должны быть растворены, чтобы выйти из клетки. Кровь – это водный раствор. Сок растений – водный раствор. Внутриклеточная жидкость – водный раствор. Вода растворяет соли, растворяет сахара, растворяет аминокислоты, растворяет кислород и углекислый газ, растворяет даже некоторые металлы. Но есть кое-что, что вода не растворяет. Жиры. И это тоже важно. Клеточные мембраны состоят из жиров. Они не растворяются в воде, поэтому клетка может держать форму. Внутри клетки – вода. Снаружи клетки – вода. А граница между ними – жировая пленка. Тонкая, в 2 слоя молекул. Но она не размывается. Вода уважает эту границу. Идеальное вещество. Идеальные свойства для идеальной жизни. Ученые искали другие жидкости, которые могли бы заменить воду. Аммиак, он остается жидким при низких температурах, до минус 77 градусов. Но он не растворяет так хорошо. Метан. Он жидкий при минус 162 градусах, но его химическая инертность не позволяет проводить сложные реакции. Серная кислота. Она жидкая при широком диапазоне температур. Но она слишком агрессивна, разрушает большинство органических молекул. Вода единственная. Это 7-е великое совпадение. Представь, что ты держишь в руке стакан воды. Прозрачный, чистой, обычной. Ты подносишь его к глазам, смотришь на свет сквозь воду. А теперь представь, что ты смотришь на молекулы. Они танцуют. Водородные связи создаются и рвутся миллиарды раз в секунду. Молекулы меняют партнеров. Но общая структура сохраняется. Жидкость. Ты опускаешь в стакан палец, вода смачивает кожу, обволакивает. Она приносит с собой растворенный кислород, минералы, тепло. Ты поднимаешь палец. Капля висит. Поверхностное натяжение, еще одно уникальное свойство воды, удерживает ее. Капля не падает. Ты смотришь на эту каплю и думаешь, внутри этой капли могли бы жить бактерии, или инфузории, или даже крошечные рачки. Вода – это дом. Не дом для кого-то конкретного, дом для жизни вообще. Ты вытираешь палец, капля падает в стакан, ты слышишь тихий звук, плюх.
Это звук жизни. Земля совершает один оборот вокруг оси за 24 часа. Ровно. Столько, сколько нужно для жизни. Давай представим, что сутки, 12 часов. Центробежная сила была бы в 2 раза выше. Экватор приподнялся бы. Океаны стекли бы к полюсам. Но главное – ветры. Разница в нагреве между днем и ночью создает ветра. Чем короче день, тем резче перепад температур. Ветры разогнались бы до 500 км в час. Ураганы срывали бы крыши с домов, вырывали деревья с корнями, сдували верхний слой почвы. Жизнь на суше стала бы невозможной. А теперь представим, что сутки длиннее – 48 часов. Днем Солнце нагревало бы одну сторону планеты по 12 часов подряд. Температура поднялась бы до 100 градусов. Ночью, 12 часов темноты, температура упала бы до минуса 100. Перепад температур – 200 градусов. Такие перепады создали бы шторма, по сравнению с которыми любой ураган на Земле – легкий ветерок. Стены ветра, несущего песок и камни. Океаны вздымались бы высотными волнами. 24 часа – идеальный баланс. Днем Земля успевает прогреться, но не перегреться. Ночью остыть, но не замерзнуть. Этот ритм остается стабильным миллиарды лет. Гравитация Луны постепенно замедляет вращение Земли, примерно на 1 секунду каждые 50 тысяч лет. За миллиард лет сутки удлинились на 6 часов. Но эволюция успевает подстроиться. Но есть еще один эффект вращения – эффект Кориолиса. Из-за вращения Земли движущиеся объекты отклоняются. В северном полушарии – вправо, в южном – влево. Это сила Кориолиса. Она закручивает ураганы. Без силы Кориолиса ураганы были бы просто потоками ветра, мощными, но не разрушительными. Они не закручивались бы в воронки. Она формирует океанские течения. Гольфстрим, Куросио, Бенгельское течение – все они текут не прямо, а по кривым, потому что Земля вращается под ними. Она распределяет тепло по планете. Горячий воздух с экватора поднимается, движется к полюсам и из-за силы Кориолиса закручивается в вихри. Эти вихри перемешивают атмосферу. Без этого экватор был бы раскаленной пустыней, а полюса – вечной мерзлотой. И никакой жизни в умеренных широтах. Скорость вращения Земли также определяет силу Кориолиса. 24 часа – идеальная скорость. Это 8-е великое совпадение. Земля вращается не вертикально, ее ось наклонена на 23,5 градуса. Именно поэтому у нас есть весна, лето, осень и зима. Если бы наклона не было совсем, 0 градусов, климат был бы всегда одинаковым. Экватор – вечное лето, полюса – вечная зима. Жизнь концентрировалась бы в узкой полосе между ними. Никаких лесов в умеренных широтах, никаких полей пшеницы в Европе, никакой цивилизации, потому что сельское хозяйство требует плодородных земель, а плодородные земли образуются при смене сезонов. Если бы наклон был меньше, скажем, 10 градусов, смена сезонов была бы почти незаметной. Вечная весна. Но без зимних морозов не погибали бы вредители и паразиты. Они размножались бы бесконтрольно, экосистемы рухнули бы. Если бы наклон был больше, 45 градусов, летом наклоненное полушарие получало бы столько солнечного света, что океаны начали бы кипеть. Температура поднялась бы до 100 градусов. Зимой та же сторона погружалась бы в многомесячную тьму. Температура упала бы до минуса 100. Перепад температур убил бы все живое. 23,5 градуса – золотая середина, и здесь снова вступает Луна. Именно она стабилизирует этот наклон. У Марса наклон оси близок к земному 25 градусов. Но у Марса нет большого спутника. Ось Марса колеблется от 15 до 35 градусов за десятки тысяч лет. Климат скачет от ледникового периода к раскаленной пустыне и обратно. Жизнь не может закрепиться. Земной наклон стабилен. Миллиарды лет. Это 9-е великое совпадение. Представь, что ты стоишь в поле. Весна. Снег только что растаял. Появляются первые цветы, подснежники. Солнце пригревает. Ты чувствуешь, как воздух становится теплее с каждым днем. Лето. Поле зеленое. Колосится пшеница. Ты слышишь стрекот кузнечиков. Жара. Духота. Ты ищешь тень. Осень. Листья желтеют. Пшеницу скосили. Поле пустое. Холодный ветер срывает листья с деревьев.
Ты кутаешься в куртку. Зима. Снег покрывает поле. Тишина. Мороз щиплет щеки. Ты видишь свой теплый выдох. 4 сезона, 4 лица планеты. И каждое лицо красиво по-своему. А теперь закрой глаза и убери наклон. Представь, что всегда весна. Всегда та же температура. Всегда те же растения. Никаких подснежников. Никакой золотой осени. Никакого белого снега. Монотонно. Скучно. Ты открываешь глаза и благодаришь наклон в 23,5 градуса. Мы говорили о Земле, о Луне, о Солнце. Но есть еще один уровень защиты – галактика. Наша Солнечная система находится в 26 тысячах световых лет от центра Млечного Пути. Галактический пригород – тихий и безопасный район. Почему пригород безопаснее центра? Центр галактики – это ад. Там сверхмассивная черная дыра, Стрелец А. Ее масса – 4 миллиона масс Солнца. Она периодически поглощает звезды и газовые облака. При этом высвобождаются вспышки рентгеновского и гамма-излучения. Эти вспышки стерилизуют жизнь в радиусе сотен световых лет. Если бы мы были ближе к центру, такие вспышки уничтожали бы все живое каждые несколько миллионов лет, раньше, чем жизнь успела бы восстановиться. Звезды в центре расположены плотно. Расстояние между соседними звездами всего несколько световых недель. Гравитационные взаимодействия постоянно нарушают планетные орбиты. Планеты выбрасываются из обитаемых зон. Планеты сталкиваются со своими звездами. Планеты разрываются приливными силами. А теперь посмотрим на окраины галактики. Там слишком мало тяжелых элементов – углерода, кислорода, кремния, железа. Потому что тяжелые элементы рождаются в сверхновых, а сверхновых на окраинах мало. Ни из чего строить каменистые планеты. Ни из чего строить жизнь. Наша Солнечная система находится в золотой зоне. Достаточно близко к центру, чтобы получить все необходимые тяжелые элементы. Достаточно далеко, чтобы избежать смертоносной радиации и гравитационного хаоса. Это называется галактическая обитаемая зона. И она очень узкая, примерно как обитаемая зона вокруг звезды. Солнечная система движется вокруг центра галактики со скоростью 220 км в секунду. Один оборот занимает 230 миллионов лет. Это галактический год. Последний раз, когда Солнце было в том же положении относительно центра, на Земле только начинали править динозавры. Но важно не только положение, но и траектория. Наша Солнечная система движется почти по круговой орбите. Большинство звезд в галактике движутся по вытянутым эллипсам. Они то приближаются к центру, то удаляются. Приближение к центру – радиация и гравитационный хаос. Удаление – холод и нехватка тяжелых элементов. Мы движемся по кругу, стабильно, предсказуемо. Более того, наша орбита проходит в основном между спиральными рукавами галактики. Спиральные рукава – это места активного звездообразования. Там много молодых, массивных, нестабильных звезд. Они часто взрываются сверхновыми. Один взрыв сверхновой в радиусе 30 световых лет стерилизовал бы Землю гамма-излучением. Мы проводим большую часть времени между рукавами, в безопасной зоне. Когда Солнечная система все-таки пересекает спиральный рукав, раз в несколько десятков миллионов лет, она делает это быстро. Мы не задерживаемся в опасном районе. Это 10-е великое совпадение. Представь, что ты стоишь над плоскостью Млечного Пути. Ты смотришь на галактику сверху. Спиральные рукава закручиваются, как водовороты. Яркий центр сияет желтым светом. Это миллиарды звезд, сжатых в плотный шар. Ты находишь Солнце. Маленькая желтая точка на окраине одного из рукавов – рукава Ориона. Мы даже не в главном рукаве, а в ответвлении. Между рукавом Стрельца и рукавом Персея. Ты смотришь на наше положение. Мы далеко от центра. Мы не в самой гуще. Мы в пригороде. Как дом на окраине города, тихо, спокойно, мало машин. А в центре галактики – мегаполис. Днем и ночью гремят взрывы. Полицейские сирены – это вспышки черной дыры. Пробки – это гравитационные столкновения, жизнь там невозможна. А мы здесь, в тишине. Можем смотреть на звезды и не бояться. Теперь поднимемся на самый высокий уровень – законы физики. Во Вселенной действуют 4 фундаментальные силы – гравитация, электромагнетизм, сильное ядерное взаимодействие, слабое ядерное взаимодействие.
Гравитация самая слабая из четырех. Она в 10-36 раз слабее электромагнетизма и в 10-40 раз слабее сильного взаимодействия. Но именно гравитация формирует все – звезды, планеты, галактики, черные дыры, и ее сила откалибрована с невероятной точностью. Представь, что гравитация стала бы сильнее на 1/1000 долю процента. Это как если бы ты взял песчинку и разделил ее на миллиард частей. Одна часть. Вселенная начала бы сжиматься обратно через несколько миллионов лет после Большого взрыва. Галактики не успели бы родиться, звезды не зажглись бы. Вся материя сжалась бы в сингулярность, точку бесконечной плотности. Ничего не было бы совсем. А теперь представь, что гравитация стала бы слабее на ту же 1/100000. Газовые облака в космосе никогда не смогли бы сжаться достаточно плотно для запуска термоядерного синтеза. Водород остался бы просто облаками водорода. Никаких звезд, никакого света, никакого тепла, никакого углерода, никакой жизни. Гравитация должна быть именно такой, какая она есть. Не сильнее, не слабее, точно посередине между схлопыванием и разлетом. Физики называют это тонкой настройкой, и они не знают, почему она такая. Это 11-е великое совпадение. Электромагнитная сила управляет всем, что связано с электричеством и магнетизмом. Именно она держит электроны на орбитах вокруг ядер. Именно она заставляет атомы соединяться в молекулы. Именно она отвечает за свет, тепло, химию. Измени ее интенсивность на 4% в любую сторону, и атомы углерода не смогли бы создавать сложные молекулы. Углерод, основа жизни, потерял бы способность соединяться с другими элементами. Не было бы белков, не было бы ДНК, не было бы клеток. Вся химия свелась бы к простым неорганическим соединениям – солям, оксидам, кислотам. Если бы электромагнетизм был сильнее, электроны сильнее притягивались бы к ядрам. Они быстрее двигались по орбитам. Химические связи стали бы короче и жестче. Молекулы не могли бы гнуться и менять форму. Белки не могли бы сворачиваться. Ферменты не могли бы работать. Если бы электромагнетизм был слабее, электроны слабее удерживались бы ядрами. Они убегали бы при малейшем возмущении. Вещества распадались бы. Соединения не образовывались. 4% – это очень узкое окно, как настройка радиоприемника, где нужная частота занимает 1 мм на шкале в метр. Это 12-е великое совпадение. Самая красивая история в физике – история про число, которое спасло жизнь. В 1950-х годах астрофизик Фред Хойл задумался, откуда во Вселенной углерод, элемент, из которого состоит твоя ДНК, твои мышцы, твой мозг. Углерод – 4-й по распространенности элемент во Вселенной после водорода, гелия и кислорода. Но как он образуется? В звездах углерод рождается при тройном столкновении ядер гелия. 3 ядра гелия, альфа-частицы, должны столкнуться одновременно. Это событие настолько редкое, что по расчетам Хойла углерода в космосе должно быть в 1000 раз меньше. Жизнь была бы невозможна. Хойл сказал, значит, в расчетах ошибка. Где-то должен быть резонанс, особое энергетическое состояние, которое увеличивает вероятность реакции. Он предсказал, что у ядра углерода есть возбужденное состояние с энергией 7,65 миллиона электрон-вольт. Именно на этой энергии тройное столкновение становится гораздо более вероятным. Физики в лабораториях проверили и нашли этот резонанс. Прямо там, где предсказал Хойл. С точностью до погрешности. Он сделал это открытие на кончике пера, потому что понял, если бы резонанса не было, нас бы не было. Хойл был воинствующим атеистом, но после этого открытия он сказал фразу, которая прогремела на весь мир. Интерпретация фактов с точки зрения здравого смысла предполагает, что кто-то подправил физику. Он не имел в виду Бога. Он имел в виду, что вероятность случайного совпадения практически 0. Это 13-е великое совпадение. Представь, что ты стоишь в центре массивной звезды. Не Солнце, звезды в 10 раз тяжелее. Температура 100 миллионов градусов. Давление – миллиарды атмосфер. Атомы не существуют, только ядра, летающие со скоростью 1000 километров в секунду. Ты смотришь на 3 ядра гелия. Они летят друг к другу. Шанс, что они столкнутся одновременно, как если бы 3 случайных прохожих в Токио столкнулись лбами в одной точке и в одно мгновение.
но они сталкиваются. Резонанс 7,65 включается. Срабатывает как катализатор. Ядра слипаются в углерод. Вспышка. Энергия. Ты смотришь на эту вспышку и понимаешь, если бы число было не 7,65, а 7,64 или 7,66, углерод бы не родился. Никогда. Ни в одной звезде. Ты смотришь на вспышку и чувствуешь благодарность. Не к кому-то конкретному, а к самой Вселенной, которая оказалась именно такой, которая позволила углероду родиться, которая позволила тебе родиться. Слабое ядерное взаимодействие – самое неизвестное из 4 сил. Она управляет радиоактивным бета-распадом, и она же управляет термоядерными реакциями в звездах. Если бы слабое взаимодействие было чуть слабее, нейтрино не могли бы выходить из звезд. Энергия накапливалась бы внутри. Звезды перегревались бы и взрывались через миллионы лет, не успев создать тяжелые элементы. Не было бы углерода, кислорода, железа. Не было бы жизни. Если бы слабое взаимодействие было чуть сильнее, нейтрино уносили бы слишком много энергии. Звезды остывали бы слишком быстро. Термоядерный синтез прекращался бы раньше времени. Тяжелые элементы не успевали бы сформироваться. Слабое взаимодействие откалибровано так, чтобы звезды жили миллиарды лет. Именно столько, сколько нужно для эволюции жизни. Это 14-е великое совпадение. В 1998 году астрономы обнаружили, что Вселенная расширяется с ускорением. Какую-то сила толкает галактики друг от друга. Эту силу назвали темной энергией. Плотность темной энергии – это число с нулевым целым и 120 нулями после запятой, заканчивающейся единицей. Физики называют это самой плохой догадкой в истории науки. Потому что если бы темной энергии было чуть-чуть больше, Вселенная разлетелась бы так быстро, что ни одна галактика не успела бы сформироваться. Звезды не родились бы. Если бы темной энергии было чуть-чуть меньше, Вселенная схлопнулась бы через несколько миллиардов лет. Мы живем в узком коридоре, настолько узком, что математики отказываются верить в случайность. Это 15-е великое совпадение. Протон – это частица в ядре атома водорода. И в любом другом атоме, потому что все ядра состоят из протонов и нейтронов. Вот факт, который заставил замереть меня, когда я его узнал. Протон стабилен. Он не распадается. Совсем. Никогда. С точки зрения физики это странно. Большинство частиц во Вселенной нестабильны. Мюоны живут микросекунды. Нейтроны вне ядра распадаются за 15 минут. Даже свободный протон, по некоторым теориям, должен был бы распадаться, но не распадается. Или распадается так медленно, что мы не можем этого зафиксировать. Время жизни протона больше 10 в 33 степени лет. Это число больше, чем возраст Вселенной в миллиардов раз. Если бы протон распадался чуть быстрее, всей материи во Вселенной пришел бы конец. Атомы развалились бы. Ни звезд, ни планет, ни тебя. Почему протон стабилен? Физики не знают. Это 16-е великое совпадение. Мы спустились с небес на Землю. Вернемся к химии. Углерод уникален. Каждый его атом может образовывать 4 прочные химические связи. Это позволяет ему выстраивать длинные цепи, замкнутые кольца и трехмерные сетчатые структуры. Бесконечное разнообразие. Ни один другой элемент не обладает такой универсальностью. Кремний – ближайший родственник углерода в таблице Менделеева. Он тоже может образовывать 4 связи, но его связи слабее, они менее стабильны в присутствии воды. Кремниевые цепочки разрушаются при контакте с кислородом. Водные растворы кремния не существуют, он сразу выпадает в осадок. Кремниевая жизнь теоретически возможна, но не в водной среде, только в жидком аммиаке или метане. При низких температурах химия там была бы очень медленной. Мыслительные процессы, если бы они возникли, длились бы годами. Азот – 3 связи. Фосфор – 5 связей. Сера – 2 связи. Никто, кроме углерода, не обеспечивает такого баланса между прочностью и гибкостью. Соедини углерод с водородом, кислородом, азотом, фосфором и серой, и ты получишь все, что нужно для жизни. ДНК – белки, жиры, углеводы. ДНК – двойная спираль. Ее каркас построен из атомов углерода. Если бы углеродный каркас был другим, информация не могла бы храниться и копироваться. Эволюция была бы невозможна,
Белки – молекулярные машины. Их трехмерная структура определяется аминокислотами на углеродной основе. Без углерода нет ферментов, нет катализаторов, нет метаболизма. Жизнь свелась бы к простой химии. Углерод – 17-е великое совпадение. Но углерод – это еще не все. Даже с углеродом и водой жизнь не начинается. Нужен катализатор. И этот катализатор – фосфор. Фосфор – это батарейка. Каждая молекула АТФ, аденозин-трифосфата, главного переносчика энергии в клетке, содержит 3 фосфатных группы. Когда отрывается один фосфат, высвобождается энергия. Клетка использует эту энергию для движения, деления, синтеза. Твои кости состоят из фосфата кальция. Твоя ДНК скреплена фосфатными мостиками. Без фосфора нет жизни. И вот проблема. Фосфор редок. Во Вселенной его в 1000 раз меньше, чем углерода или кислорода. Он рождается только в сверхновых определенного типа, и не во всех. Большинство сверхновых производят железо, никель, кремний. Фосфор – побочный продукт более редких взрывов. Наша Земля получила фосфор буквально чудом. Астероиды принесли его в первые миллиарды лет. Если бы астероидов было чуть меньше, жизнь осталась бы на уровне бактерий. Если бы чуть больше, фосфор отравил бы океаны. Но главное – доступность. Фосфор на Земле не растворяется в воде. Он лежит в камнях, апатитах. Чтобы бактерии могли его использовать, нужно выветривание, нужны реки, нужен тектонический цикл. Нужны миллиарды лет, чтобы горы разрушились, реки смыли фосфор в океан, а бактерии подхватили его. Все эти механизмы совпали. И есть еще одна деталь. Фосфор не образуется в обычных звездах, только в сверхновых. А сверхновые – редкое событие. В нашей галактике одна сверхновая в столетие. Так что фосфор в космосе – дефицитный товар. Мы живем в регионе галактики, где сверхновых достаточно, чтобы накопить фосфор. Но не слишком много, чтобы стерилизовать планету радиацией. Это 18-е великое совпадение. Представь, что ты смотришь внутрь клетки. Невооруженным глазом не увидишь, слишком маленькая. Но мысленным взором – да. Ты видишь цитоплазму. Желе. В нем плавают органеллы. Митохондрии – электростанции. Они вырабатывают АТФ. Молекула АТФ похожа на маленькую батарейку. 3 фосфатные группы соединены в цепочку. Между ними химические связи, богатые энергией. Когда клетке нужна энергия, например, чтобы сократить мышцу, она отрывает один фосфат. Связь разрывается. Энергия высвобождается. Ты видишь, как тысячи АТФ-молекул работают одновременно. Без них клетка была бы как машина без бензина, стоит на месте. А теперь убери фосфор. Представь, что его нет в природе. Или он есть, но не растворяется. Или растворяется, но бактерии не могут его усвоить. Нет АТФ, нет энергии, нет движения, нет жизни. Ты смотришь на молекулу АТФ и думаешь, эта маленькая батарейка – результат миллиардов лет эволюции. И она работает. Идеально. 3 миллиарда лет назад крошечные цианобактерии совершили революцию. Они научились красть энергию у Солнца. До этого жизнь существовала на скудном пайке. Хемосинтез – использование химической энергии от вулканических жерл и подводных источников. Энергии было мало, жизнь была простой, только бактерии. Фотосинтез открыл доступ к ресурсу в 10 тысяч раз более обильному. Каждый час Земля получает от Солнца столько энергии, сколько человечество потребляет за год. Цианобактерии встроили в свои клетки сложные молекулярные антенны, белки и пигменты, которые ловят фотоны. Хлорофилл, каротиноиды, фикобилипротеины. Они научились расщеплять воду, одну из самых стабильных молекул во Вселенной, используя только солнечный свет. Разорвать связь между водородом и кислородом. Взять электроны, запустить цепь реакций. Побочный продукт – кислород. Первый миллиард лет после изобретения фотосинтеза кислород отравлял атмосферу. Большинство бактерий вымерло. Это было первое массовое вымирание в истории Земли. Выжили только те, кто приспособился. Они научились дышать кислородом, использовать его для окисления органических веществ, извлекать в 20 раз больше энергии из той же пищи. Энергетическое изобилие позволило жизни стать сложной. Клетки с ядром, многоклеточные организмы, глаза, мозг, разум, ты, фотосинтез,
19-е великое совпадение. На протяжении истории Земли жизнь несколько раз почти исчезала. Великое Пермское вымирание 250 миллионов лет назад уничтожило 96% морских видов и 70% наземных позвоночных. Причина – глобальное потепление из-за вулканов, которые извергались миллион лет. Океаны стали кислыми и бескислородными. Жизнь была на волоске, но именно это вымирание расчистило путь для динозавров. Мелкие рептилии, которые раньше прятались в норах, вышли на свет. Они размножились, заполнили пустующие экологические ниши. 200 миллионов лет динозавры правили Землей, а потом 66 миллионов лет назад астероид шириной 10 километров упал на Землю. Энергия взрыва – 10 миллиардов атомных бомб. Пыль и сажа поднялись в атмосферу, закрыли Солнце на годы. Растения погибли, травоядные динозавры погибли, хищники погибли, все динозавры, за исключением птиц, вымерли и освободили место для млекопитающих. Если бы астероид упал на 10 миллионов лет раньше, млекопитающие не успели бы развиться до того, как динозавры восстановили бы свои позиции. Если бы на 10 миллионов лет позже, динозавры могли бы эволюционировать в разумных существ. Очень умные динозавроиды с большими мозгами и инструментами, но астероид упал точно тогда, когда нужно. Каждое массовое вымирание – это перезагрузка. Смерть старых форм жизни открывает двери для новых. Без этих катастроф жизнь, возможно, застряла бы на уровне бактерий или, в лучшем случае, червей. Это 20-е великое совпадение. Представь, что ты стоишь на берегу моря 66 миллионов лет назад. Небо чистое, тепло, влажность, пахнет солью и серой, неподалеку вулкан. Вдалеке пасутся динозавры, стадо гадрозавров, утконосых ящеров. Они жуют папоротники, над ними кружат птеродактили. В кустах прячется раптор. Вдруг ты видишь точку в небе, она становится ярче, больше. Она движется слишком быстро для метеора. Астероид. 10 километров в поперечнике. Удар. Ты не слышишь звука, звук приходит позже. Сначала вспышка, ярче солнца, потом ударная волна. Земля содрогается так, что деревья, точнее папоротниковые леса, падают как спички. Стена воды высотой в несколько километров приближается с океана. Ты бежишь, но куда бежать от цунами, которое покрывает континенты? Проходит тьма. Пыль и сажа закрыли солнце. Холод, голод, смерть. Ты выжил, потому что ты не динозавр. Ты маленькое пушистое млекопитающее. Ты живешь в норе. Ты питаешься кореньями и насекомыми. Ты прячешься днем, выходишь ночью. Через 10 миллионов лет твои потомки станут крупнее. Через 50 миллионов лет выйдут на свет. Через 65 миллионов лет один из них научится зажигать огонь. Ты – предок человечества. И ты только что видел, как умерли динозавры. Глубоко под нашими ногами массивные каменные плиты дрейфуют по поверхности планеты. Скорость, как рост ногтей, несколько сантиметров в год. Но за миллиарды лет они проползают тысячи километров. Эта система, тектоника плит, безостановочно работает уже 3 миллиарда лет, и она поддерживает жизнь. Как? Углекислый газ. Когда Земля нагревается, дожди становятся сильнее. Дождевая вода растворяет углекислый газ, образуя слабую угольную кислоту. Кислота разрушает горные породы, связывая углекислый газ в карбонаты, известняк, доломит. Карбонаты уносятся реками в океан и оседают на дне. Углекислый газ уходит из атмосферы. Планета остывает. Когда Земля остывает, дождей становится меньше. Выветривание замедляется. Углекислый газ перестает связываться. Вулканы продолжают выбрасывать его в атмосферу. Концентрация растет. Планета нагревается. Глобальный термостат. Работает миллиарды лет. Если бы на Земле не было тектоники плит, не было бы движения континентов, не было бы субдукции, погружения океанической коры в мантию, не было бы вулканов в нужном количестве. Углекислый газ либо накопил бы парниковый эффект до венерианских значений, либо исчез бы полностью, превратив Землю в ледяной шар. Венера – пример избытка углекислого газа. Марс – пример недостатка. Земля – золотая середина. Тектоника плит – 21-е великое совпадение. Солнце становится ярче на 1% каждые 100 миллионов лет.
Это медленно, но неумолимо. Через 600 миллионов лет океаны начнут испаряться. Парниковый эффект усилится. Температура поднимется до 100 градусов. Жизнь на поверхности погибнет. Только бактерии в глубинных слоях Земли, возможно, выживут. Через 1 миллиард лет Земля превратится в Венеру. Океаны исчезнут навсегда. Атмосфера станет плотной и ядовитой. У жизни было около 4 миллиардов лет, чтобы развить разум и технологии до того, как планета станет необитаемой. Считай, 4 миллиарда лет – это время существования жизни на Земле. И вот как оно распределилось. Первый миллиард лет – только бактерии. Второй миллиард – тоже бактерии. Даже не все бактерии – прокариоты, у которых нет ядра. Только 2 миллиарда лет назад появились эукариоты – клетки с ядром. Это случилось, когда одна бактерия проглотила другую, но не переварила, а встроила в свой механизм. Так появились митохондрии, электростанции клетки. Эндосимбиоз – редчайшее событие. Только 600 миллионов лет назад появились первые многоклеточные животные – губки, медузы, черви. Кембрийский взрыв 540 миллионов лет назад породил большинство типов животных, которые существуют сегодня. Только 300 миллионов лет назад животные вышли на сушу. 200 миллионов лет назад появились динозавры. 66 миллионов лет назад – млекопитающие. Только 300 тысяч лет назад появился человек разумный. Всего 10 тысяч лет назад – сельское хозяйство. Всего 200 лет назад – промышленная революция. Всего 50 лет назад – космические полеты. Мы появились в последнюю секунду космических часов. Но мы появились. Мы уложились в срок. Это 22-е великое совпадение. Представь, что перед тобой огромные часы. Циферблат – круг в 4,5 миллиарда лет. Возраст Земли. Стрелка идет медленно, 1 миллиард лет за час. Первые 2 часа – ничего, кроме бактерий. Тишина. Медленно, скучно. На 3-м часу появляются эукариоты. Наконец-то. На 4-м часу – многоклеточные. Уже интереснее. На последней минуте – динозавры. Они правят почти всю минуту. За 3 секунды до полуночи – падение астероида. Динозавры исчезают. За 1 секунду до полуночи появляются первые люди. За 1/100 секунды до полуночи – сельское хозяйство, письменность, города. За 1/1000 секунды до полуночи – космические корабли, компьютеры, интернет. Стрелка почти на 12. Ты стоишь перед часами и слышишь тиканье. Время уходит. Солнце становится ярче каждый миг. Но ты уже здесь. Ты успел. В 1961 году астроном Фрэнк Дрейк предложил уравнение для оценки числа цивилизаций в нашей галактике, способных к радиосвязи. Уравнение перемножает 7 переменных: R – скорость звездообразования в галактике в год, FP – доля звезд с планетами, KN – число планет в обитаемой зоне на звезду, FL – доля планет, на которых зарождается жизнь, FI – доля планет, на которых жизнь развивается до разумной, FC – доля разумных видов, которые создают технологии, L – время существования технологической цивилизации в годах. Когда Дрейк предложил уравнение, мы не знали почти ничего. Первые экзопланеты были открыты только в 1990-х. Сегодня мы знаем больше. Скорость звездообразования в Млечном Пути примерно 1 звезда в год. Доля звезд с планетами больше 80%, по данным телескопа Кеплер. Число планет в обитаемой зоне на звезду примерно 0,2. Каждая 5-я звезда имеет планету в обитаемой зоне. Умножим R на FP и NE, получаем 0,2. То есть в нашей галактике должно находиться около 200 миллионов планет в зоне обитаемости. 200 миллионов кандидатов на жизнь. Звучит много, но дальше начинаются неизвестные. Доля планет, на которых зарождается жизнь, FL. Мы не знаем. Мы знаем только одно. На Земле жизнь зародилась практически сразу, как только остыла кора, через 300 миллионов лет после формирования планеты. Это говорит о том, что жизнь может зарождаться легко. Но это одна планета из одной. Статистика ненадежна. Доля планет, на которых жизнь развивается до разумной, φ. Здесь мы знаем только свой пример. Из миллионов видов, существовавших на Земле, разумным стал только один. Один из миллионов. Это говорит о том, что φ – очень маленькое число. Может быть 1 миллионная.
Доля разумных видов, которые создают технологии ФС. Опять только один пример. Но в истории человечества технологии появились только однажды. Многие разумные виды – дельфины, слоны, некоторые приматы – имеют зачатки разума, но не строят радиопередатчиков. FC может быть небольшим. И, наконец, L – время жизни технологической цивилизации. Это самое неизвестное. Человечество имеет технологии всего около 100 лет. Мы уже создали ядерное оружие, которое может уничтожить нас. Мы меняем климат, что может сделать планету непригодной для жизни. L может быть очень маленьким, может быть 1000 лет, 10 тысяч, или если мы выживем, может быть 1 000 000 лет. Подставь числа. 200 миллионов планет в обитаемой зоне. Умножь на FL, пусть 0,1, 10% оптимистично. Получится 20 миллионов планет с жизнью. Умножь на φ, пусть 0,01, 1% оптимистично. Получится 200 тысяч планет с разумной жизнью. Умножь на FC, пусть 0,5 оптимистично. Получится 100 тысяч планет с технологической цивилизацией. Умножь на L, пусть 1 000 000 лет, очень оптимистично. Получится, но это уже количество цивилизаций в галактике одновременно, а не когда-либо существовавших. А теперь подставь пессимистичные числа. Доля планет, на которых развивается жизнь, 1/1000. Доля планет, на которых жизнь становится разумной, 1 миллионная. Доля цивилизаций, имеющих возможность и желание установить контакт, 1/10. Время жизни такой цивилизации – 10 тысяч лет. Тогда количество цивилизаций в галактике одновременно меньше единицы. Мы можем быть одни. Это 23-е великое совпадение. Итак, мы набрали 23 совпадения. Слишком много для случайности. Что с этим делать? Наука предлагает 4 основные гипотезы. Первая – мультивселенная. Если существует бесконечное количество вселенных с разными законами физики, то в какой-то из них параметры обязательно сложатся в нужную комбинацию. Мы живем в той самой. Не потому, что нас создали, а потому, что в неудачных вселенных некому задавать этот вопрос. Вторая – антропный принцип. Мы видим Вселенной именно такой, потому что только в такой Вселенной могут существовать наблюдатели. Вопрос, почему параметры идеальны, бессмысленен. Если бы они не были идеальными, нас бы не было, и некому было бы спрашивать. Третья. Симуляция. Наша Вселенная – компьютерная программа, запущенная сверхразумной цивилизацией. Параметры подобраны программистами, чтобы создать интересный мир. Тонкая настройка – это особенности дизайна, а не случайность. Четвертое. Циклическая Вселенная. Большой взрыв – не начало, а очередной цикл. Вселенные сменяют друг друга бесконечно. В каждом цикле параметры меняются случайно. Нам просто повезло оказаться в цикле с правильными параметрами. Ни одна гипотеза пока не доказана, ни одна не опровергнута. Это не слабость науки, это ее сила. Мы честно признаем, что не знаем, и продолжаем искать. Мы прошли долгий путь. От гравитации до фотосинтеза, от Луны до мультивселенной. 23 совпадения, каждое на грани невозможного. Каждое необходимо для твоего существования. Может быть, это мультивселенная, может быть, антропный принцип, может быть, симуляция, может быть, циклы. Наука пока не знает, но знаешь что? Ты не обязан ждать ответа, чтобы чувствовать благодарность. Посмотри на свою руку. Пошевели пальцами. Это результат 23 космических случайностей, каждая из которых могла не случиться. Но они случились. И вот ты здесь. Смотришь это видео, дышишь, думаешь. Тысячи лет философы искали смысл жизни. Может быть, смысл в том, чтобы просто быть. Быть свидетелем этого великого совпадения. Быть тем, кто смотрит на звезды и понимает, что звезды тоже смотрели на него. Ты не центр Вселенной, но ты ее ценнейшая часть, потому что ты можешь ее осознавать. Спасибо, что прошел этот путь вместе с нами. Если твой пульс участился, а взгляд ушел в небо, подпишись на канал. Впереди разгадка темной материи и путешествие к краю времени. А теперь выдохни и улыбнись. Ты – редчайшее исключение в безжалостной статистике космоса. И это делает тебя бесконечно ценным.